Ну что ж, начнем наше второе занятие. Всем еще раз добрый день. Мы начинаем наше второе занятие, вторую пару, на котором мы будем решать задачи по кинематике. На прошлой паре я рассказал вам о теории в кинематике, о том, какие бывают движения равномерные, равноускоренные. Также мы еще раз коснулись общих понятий физики. Выделили определенные слова и определения для усвоения. Вся информация, которую я буду вам рассказывать на этой паре и рассказал на прошлой паре, будет у вас дана для повторения, для домашнего задания. Также у вас будет тест, в котором вы должны будете ответить правильно на вопросы по определениям, которые мы разобрали, и также на решение некоторых задач. Ну что ж, а сейчас мы приступим к решению задач. И наша первая задача это как перевести километры в час в метры на секунду. Все мы знаем, что скорость измеряется, скорость у нас вычисляется как путь, деленный на время. Путь обычно мы измеряем как километры, деленное на время. Время у нас в часах. Путь S измеряется в километрах. А время T измеряется в часах. Но также путь мы можем также измерять и в других единицах. В метрах, а время в секундах. Ой. В системе Си, о которой я вам рассказывал на прошлой паре, скорость измеряется как метр на секунду. Путь измеряется в метрах, а время в секундах. И всегда при условии задач, обычно при решении задач, мы приводим километры в метры, часы в секундах для нашего простого решения и для последующих действий. И поэтому у нас вопрос. Как перевести допустим, километры в час в метр на секунду.
что мы сейчас с вами и разберем. Километры в час нам нужно перевести в метр на секунду. Те, кто не успевает записать, не переживайте. Запись видео данной лекции, и прошлой лекции, и данного видео презентации практики будет выложена также на YouTube-канале, с которым вы еще раз можете познакомиться и ознакомиться и пройти еще раз. Наша задача перевести километры в час в метры на секунду. Что для этого нужно сделать? Мы знаем, что в километрах у нас сколько? 1000 метров. А в часе у нас 60 минут. В одном часе, в одном километре у нас 1000 метров. В одной минуте у нас 60 секунд. И чтобы найти нам время в секундах, мы должны количество минут умножить на количество секунд, на 60. И получим мы 3600. Ну что ж, подставим вместо часов секунды, а вместо километров подставим метры. Значит, километры в час, 1 километр и 1 час равен 1000 метров делить на 3600 секунд. Сократим на 100, получим 10 метров делить на 36 секунд. Или же 1 делить на 3,6 метров на секунду. То есть, чтобы километры в час, из километров в час получить метр на секунду, мы должны просто это умножить значение на 1 делить на 3,6. И мы получим метры на секунду. Сейчас мы это разберем в нашей следующей задаче. Рассмотрим задачу. Задача. Автомобиль движется равномерно со скоростью 72 км в час в течение 5 минут. Определить нам нужно путь, пройденный автомобилем. Ну что ж, запишем условия данной задачи. Дано. Что нам дано? Нам дана скорость 72 км в час, из которой мы километры в час сейчас переводим в метры на секунду. Это мы 72 умножаем на 10 и делим на 36. 72 здесь 2, здесь 1. 2 умножить на 10 равно 20 метров в секунду. Запишем значение времени. Времени у нас равен t. Дельта t мы знаем, обычно пишут время также, это t2, конечное время, минус t, допустим, 0, начальное время. Дельта t это разность между конечным
временем. И начальным. Конечное время обозначаем T2, начальным T0. И минуты также мы переведем в секунду, чтобы у нас все было в одинаковых единицах измерения. Если здесь секунды, то и здесь нам нужны секунды. Для этого 5 минут мы умножим 5 умножим на количество секунд в 1 минуте на 60 и получим 300 секунд. Ну что ж, теперь напишем, что нам нужно найти. Нам нужно найти путь, пройденный автомобилем. Путь это мы обозначаем буквой S. И мы написали, что нужно найти нам путь. Обратите внимание, как оформляется задача. Сначала мы пишем дано, и то, что нам дано по условию. Скорость и время. Дальше мы проводим две линии. И под чертой мы пишем то, что нам нужно найти. Так российские школьники, российские студенты всегда оформляют задачи по физике и по также и другим предметам. Теперь приступим к решению. Для начала мы знаем с вами скорость. Чтобы найти формулу, чтобы найти скорость, нужно путь поделить на время. Из этого выражения мы можем найти путь. Путь мы находим как произведение скорости на время. Ну что ж, подставим значение скорости. У нас равно 20 метров на секунду. И подставим значение времени. Оно равно у нас 300 секунд. И получим значение 6000 метров. Мы также можем и перевести 6000 метров обратно в километры. Так нам будет проще. В 1 километре мы знаем 1000 метров. Значит, нам это значение нужно поделить на 1000. И мы получим значение 6 километров. Запишем ответ. Ответ. Нам спросили определить путь. Мы пишем, что S путь равен 6 километров. Или он также равен 6000 метров. Задача наша решена. Перейдем к следующей задаче. Разберем задачу на нахождение перемещения. Задача гласит: вертолет, пролетев по прямой, сразу будем делать рисунок, чтобы понять, по прямой линии, вот летит вертолет по прямой линии, 400 километров. Повернул под углом 90 градусов. 90 градусов. Здесь угол у нас 90 градусов. И пролетело еще 300 километров. Найти путь и перемещение вертолета. В чем отличается путь и перемещение? Путь – это траектория движения самолета. Это скалярная у нас величина, траектория движения. Путь. А перемещение – это у нас векторная величина, перемещение.
которая соединяет начальную точку и конечную. И конечную точку. И перемещение на рисунке выглядит таким образом. Соединяем начальную точку положения самолета и его конечную точку. Это у нас вектор перемещения. И его нам нужно найти. Ну что ж, как и принято обычно, запишем условия задачи. Запишем дано. Что нам дано по условию задачи? Нам дано, что L1 равен 400 километров, L2 равен 300 километров. Обратите внимание, все данные нам даны в одной единице измерения, в километрах. Поэтому смысла переводить нам в метры в секунду нет. Мы сразу все данные, так как у нас даны в одной единице измерения, мы можем и оставить километры. Также запишем, чему равен угол. Угол у нас равен альфа, равен 90 градусов. И что нас просят найти? Нас просят найти путь и перемещение. Путь обычно также обозначают буквой L. То есть иногда в задачах обозначают буквой S, иногда буквой L. Перемещение тоже. Перемещение обозначают буквой S или иногда жирной буквой S. Векторная величина обозначают. Для этого мы в этой задаче будем использовать L. Это у нас будет путь. А S это у нас мы будем использовать как перемещение, обозначать перемещение. Обозначение зависит только от того, какие буквы мы примем за данные величины. Ну что ж, приступим к решению данной задачи. Для того, чтобы найти перемещение, мы знаем общую формулу перемещения. Она равна. Перемещение равна L1 в квадрате плюс L2 в квадрате плюс 2L1 умножить на 2L2 умножить на косинус угла между ними. Это все взято по модулю. И из этого берем корень. Так как угол альфа у нас равен 90 градусов, а косинус 90 градусов равен у нас нулю, то вот это слагаемое у нас будет равен нулю. Поэтому наша формула примет вид без данного слагаемого. Продолжим. Мы знаем, что L равно L1 плюс L2. L это у нас полный путь или траектория. А это у нас векторная величина. Для этого, чтобы найти путь, траекторию, нам нужно 400 плюс 300.
полную нашу траекторию движения самолета. L1, L2 и сложить. Это наш полный путь. Траектория. Для того, чтобы найти вектор, перемещения, который соединяет начальную и конечную точку, мы должны 400 возвести в квадрат, получим 160 тысяч. И 300 возвести в квадрат, получим 90 тысяч километров в квадрате. 16 и 9, 160 и 90 тысяч, вместе будет 250 тысяч. Возьмем из 250 корень и получим 500 километров. Это наше перемещение. Значит, мы и записали ответ. Путь L. Путь у нас равен 700 километров, а перемещение S по правилу треугольника равно 500 километров. Перемещение. Поэтому, пожалуйста, еще раз напоминаю, не путайте путь с перемещением. Путь – это то, сколько, именно как, сколько прошел, допустим, пролетел самолет или там прошел человек. А перемещение – это вектор, который соединяет начало с концом. Конец нашей траектории. Это у нас перемещение. Поэтому, пожалуйста, всегда помните об этом и не путайте путь и перемещение. Также это будет у вас в тесте, в домашнем задании. Перейдем к следующей задаче. Решение задачи на среднюю скорость. Условия. Поезд прошел первую половину пути, то есть у него есть весь путь S. Первую половину пути S1 он прошел со скоростью 72 км в час, а вторую половину пути со скоростью 36 км в час S2. Если говорится первую половину пути, то это значит, что это у нас S делить на 2. И вторая половина пути тоже S делить на 2. То есть S1 и S2 у нас равны. Запишем, как уже и принято, условия задачи. Дано. V1 равен 72 км в час. Переведем, как мы уже умеем, из километров в час в метры в секунду. Для этого мы умножаем 72 умножаем на 10 и делим на 36, получая 20 метров в секунду. V2 у нас равно 36 км в час. Переведем также в метры в секунду. 36 умножить на 10 поделить на 36. Это у нас равно 1,1, 10 метров в секунду. Также запишем, что S1, первая половина пути, S1 равен S2 и равно общему пути, общий путь S, деленное на 2. Что же нас просят найти? Нас просят найти среднюю скорость на всем пути. Ну что ж, приступим к решению задачи. Для того, чтобы найти среднюю скорость, нам нужно общий путь поделить на время. Запомним эту формулу и отметим ее как первую формулу. Всегда мы нумеруем формулу в кавычках с правой стороны формулы. Также запишем, что S1, первая половина пути S1 равна второй половине пути, равна как
половина общего пути. Запишем, чему равно время t1. t1 на первом половине пути. t1, t2. Так как скорости у нас разные, то и время прохождения поезда на первом половине пути и на втором будет различно. Для этого S1 мы делим на скорость, за которую поезд прошел данный путь. Для этого S1 мы делим на V1. Но зная, что S1 у нас равен S делить на 2, мы подставляем вместо S1 S делить на 2. И получаем выражение S делить на 2 V1. Запомним эту формулу и отметим ее как цифра 2. T2 также самое. S2 вторая половина пути делить на скорость V2, с которой поезд ехал вторую половину пути. И получим выражение, что S делить на 2 умножить на V2. Запомним ее, отметим эту формулу цифрой 3. Для того, чтобы найти общее время на всем пути, мы должны T1 прибавить T2. Для этого S делить на 2 V1 плюс S делить на 2 V2. Отметим эту формулу как 4. Теперь подставим первую формулу, подставим в первую формулу вторую и получим следующее выражение, что S, данное S, делить на T, T у нас какое? T общее, вот оно у нас, T общее, на S делить на 2 V1 плюс S делить на 2 V2. Видно, что S мы просто вынесли за скобки. За скобки мы вынесли это и это. S мы просто вынесли за скобки. И это у нас равно S делить на S умножить. Привели к общему знаменателю. 2V1 умножить на V2. Привели к общему знаменателю и записали данное выражение. S и S мы можем сократить. И получим, так как получается здесь 1 делить на V1 плюс V2 и делить это все на 2 V1 V2, мы можем просто перевернуть данную дробь и привести ее к виду 2V1 умножить на V2 делить на V1 плюс V2. Ну что ж, нам осталось только подставить значение. Для этого 2 умножаем на V1 на 20 метров в секунду, умножаем на V2 10 метров в секунду и делим на 20 V1 плюс 10 V2. Получаем 400 делить на 30. 400 делить на 30 получится у нас, примерно округлив до десятых, 13,3 метра на секунду. Все мы умеем делить столбиком. 1 минус 30 равно 103 минус 90 равно 10. 3 минус 90 равно 10. И там будет еще 3, 3, 3, 3. И для того, чтобы округлить вот это значение 1, 13, 3, 3, 3, 3, мы округляем примерно до десятых. И получим значение 13,3. Запишем наш ответ, что V средняя скорость примерно равна, равна 13,3 метра на секунду. Ну что ж, перейдем теперь к следующей задаче. Следующая задача у нас на равноускоренное уже движение. Мы на прошлой лекции также проходили равноускоренное движение. Условия задачи.
Тело движется прямолинейно, равно ускоренно из состояния покоя 10 секунд и проходит путь за это время 60 метров. С каким ускорением двигалось тело и какую скорость оно имело через 10 секунд. Ну что же, запишем условия задачи. Нам дано, что путь наш равен 60 метров, время равно 10 секунд, v нулевое равно нулю, то есть потому что тело двигалось из состояния покоя, то есть v нулевое, начальная наша скорость была равна нулю. И найти нас просят ускорение, с которым двигалось тело, и какую скорость оно имело через 10 секунд. Мы видим, что движение у нас прямо, линейно и равно ускоренное, то есть ускорение у нас постоянная величина, она не изменяется. Перейдем к решению задачи. Тело у нас движется из состояния покоя, следовательно, его начальная скорость равна нулю. Напишем уравнение пути равноускоренного движения, которое мы с вами изучили на прошлом занятии. Запишем, что s равно v нулевое t плюс at квадрат делить на 2, где v нулевое равно нулю. Мы данную формулу с вами выводили, я вам показывал, помните, площадь трапеции, как данная формула выводится, чтобы ее легко запомнить. И сейчас мы ее используем. Теперь найдем ускорение. Так как v нулевое у нас равно нулю, то v нулевое t у нас также будет равно нулю. И данное слагаемое мы не учитываем. Для этого перепишем данную формулу в следующем видео. S равно у нас at квадрат, деленное на 2, так как данного слагаемого у нас уже нет, так как v нулевое равно нулю, и это слагаемое у нас равно нулю. Выразим из этого выражения ускорение. Для этого 2 мы перенесем в левую часть, получим 2s равно at квадрат. Из этого выражения мы выделим то есть t квадрат мы не перенесем в левую часть. Поэтому получим 2s делить на t квадрат. Подставим наше известное значение 2 умножить на 60 метров, которое дано нам по условию задачи, делить на t квадрат. 10 секунд в степени 2 равно 100. И получаем 120 делить на 100 и равно 1,2 метра на секунду в квадрате. Теперь мы можем определить скорость в конце пути. Запишем уравнение скорости, которое мы также изучали на предыдущем занятии. Кто помнит уравнение скорости для равноускоренного движения? Кто-то помнит? Запишем уравнение скорости. v равно v нулевое плюс at, где v нулевое равно нулю, значит v нулевое мы сокращаем, и v равно at. Помните, что ускорение, откуда берется вот данная формула? Еще раз напомню вам. Ускорение – это изменение скорости за промежуток времени. Из этого выражения мы можем найти конечную скорость. t мы перенесем в левую часть, мы получим at равно v минус v нулевое. И теперь перенесем v начальное, v нулевое, начальную скорость в левую часть. Получим at плюс v нулевое и равно v. Вот и получили наше выражение. Так как у нас v нулевое равно нулю, мы это слагаемое сокращаем и получаем выражение v равно at. Подставим наши значения. 1,2 ускорение и время у нас 10 секунд. И получим, что конечная скорость, которая имела
наше тело через 10 секунд будет равняться 12 метров на секунду. Запишем ответ. Что ускорение у нас, которое нас требовали найти, равно 1,2 метра на секунду в квадрате, а скорость, конечная скорость, которая тело, с которым тело двигалось через 10 секунд, равно 12 метров на секунду. Теперь перейдем к следующей задаче. Следующая задача. За 2 минуты тело изменило свою скорость от 10 метров в секунду до 108 километров в час. Метров в секунду замечаем и километров в час. Снова будем переводить. Найти ускорение тела. Ответ округлить до сотых. Нам подчеркивают, что нужно нам округлить до сотых. Обратите внимание, до сотых. Ну что ж, напишем дано. Что нам дано по условию задачи? V нулевое, что тело изменило свою скорость от V нулевое 10 метров в секунду, записали 10 метров в секунду V нулевое, до 108 км в час. V2 равно 108 км в час. 108 км в час. Для того, чтобы перевести это в метры на секунду, мы умножаем на 10 и делим на 36. 108 сокращаем здесь 1, здесь это будет 3. И получаем, что 108 км в час это 30 метров в секунду. За 2 минуты тело изменило скорость. То есть у нас дельта t равно 2 минутам. Также переведем это в секунду. 2 умножить на 60 секунд. В 1 минуте 60 секунд. И получим значение 120 секунд. Ну что нас просят найти? Нас просят найти ускорение округленных до сотых. Приступим к решению данной задачи. Решение. Мы знаем, что ускорение, и на прошлом слайде я вам еще раз повторил эту форму, равно изменению скорости за данный промежуток времени. Изменение скорости это у нас 30 метров в секунду v2 минус 10 начальная скорость в v нулевое. И мы делим это на 120 секунд. И получаем примерно 0,17 метра на секунду в квадрате. Почему? Потому что 30 минус 20 равно 30 минус 10 равно 20, а 20 делить на 120 столбиком это равно 0 минус 0. Это 200. 200 это 1 минус 120. Все столбиком делить умеют. Здесь 800 это равно 6 минус 720 и 80. 800 опять минус 720 это снова равно 6. Значит, и получается у нас А равно 0,1666666. Для того, чтобы округлить это до сотых, мы видим, что 6 у нас 6 больше 5. Поэтому мы должны прибавить к данному разряду еще единицу. Получаем, что примерно это равно 0,17 метра на секунду в квадрате. Ну что ж, теперь мы можем записать ответ. Что ускорение у нас примерно равно 0,17 метр на секунду в квадрате. Как и просили, мы округлили до сотых. Перейдем к следующей задаче. Пример решения задач. Первую половину пути тело двигалось со скоростью
72 км в час. Первую половину пути. Видите, мы задачу повторяем. Мы двигалась со скоростью 72 км в час. Вторую половину пути двигалась со скоростью, некрасиво написал букву Т, цифру 3, со скоростью 30 метров на секунду. Определить среднюю скорость В автомобиля на всем пути. Ответ выразите в метрах на секунду. Нас сразу просит выразить в метрах на секунду. Ну что же, запишем, как уже мы и условились, дано. Что нам V1 равен 72 км в час и равно 20 метров в секунду. Потому что V1 равен 72 умножить на 10 и делить на 36 равно 20. V2 равно у нас по условию 30 метров в секунду. Нас просит найти среднюю скорость. Мы уже решали подобную задачу, чтобы закрепить еще раз, потому что в прошлом домашнем задании был вопрос на среднюю скорость, и многие из вас ответили на него неправильно. Про среднюю скорость вопрос был. Помните, да? Был вопрос на среднюю скорость. Мы знаем выражение для средней скорости. S равно делить на T. Выразим из этого выражения, то есть запишем его вот также еще в таком виде, в обычном виде, где S равно T плюс 1, T1 плюс T2. Что равно у нас S делить на S2, так как S1 равен S2 и равно S делить на 2. Это подобная задача, которую вы решали, поэтому вы мне подсказываете, да? Дальше мы что делаем? Приводим, сокращаем на S и переворачиваем данную дробь. Из трехуровневую превращаем в двухуровневую. Следующее наше действие какое? Мы приводим к общему знаменателю. Мы пропустили, видите, действие мы привели к общему знаменателю и перевернули эту трехуровневую дробь, перевернули и сделали из нее двухуровневую дробь. Вы проходите это по математике, как делить между собой дроби, как складывать дроби, как приводить к общему знаменателю дроби. Вот еще раз это используется из физики. Как я говорил на самом нашем первом занятии, физика очень связана и с другими науками. Поэтому для хорошего понимания физики вам нужна математика, конечно. Ну и что? Теперь мы можем найти нашу среднюю скорость. Мы же знаем с вами V1, V2. Общую формулу для вычисления средней скорости мы получили. Теперь нам осталось только подставить значение. 2 умножить на 20 умножить на 30 делить на 30 плюс 20. Это у нас равно 1200 делить на 50. 0 и 0 можем сократить. Это у нас равно 24 метра на секунду. Пожалуйста, обратите еще раз внимание. Я специально выделил две задачи на среднюю скорость похожие, чтобы вы усвоили, что такое средняя скорость и что все-таки средняя скорость, как был вопрос, она не для равномерного движения. То есть, если мы уже говорим на средней скорости, то скорость на разных участках нашего пути различается. А равномерное движение – это движение с постоянной скоростью на всем участке пути. Поэтому средняя скорость характеризует неравномерное движение. Перейдем к следующей задаче. Эта задача уже такая более сложная. Но мы также ее должны разобрать, потому что ваши будущие одногруппники, ваши коллеги также вот решают, умеют решать такие задачи. Она встречается в ЕГЭ, о котором я вам рассказывал на прошлом занятии, единый государственный экзамен. Некоторые из вас будут
также сдавать и вступительные экзамены при поступлении в ВУЗ. Поэтому такие задачи очень важно вам уметь решать. Прочтем условия задачи. Две материальные точки движутся по оси ОХ. По оси ОХ. Ускорение движения точек x1 равно 3 плюс 2t. Мы сразу с вами вспоминаем выражение для определения координаты. x1 равен у нас x нулевое плюс vt. Уравнение движения точек x1, x нулевое плюс x нулевое vt. v1t. x2 у нас равно x нулевое плюс v2t. Найти, через сколько времени и в каком месте они встретятся. Мы сразу с вами замечаем, что v1 у нас v1 равен у нас 2 метров на секунду, а v2 у нас равен минус 6 метрам на секунду. Что это означает? Что первое тело x1 будет двигаться в направлении оси x, это v1, а v2 у нас будет двигаться в обратную сторону направления оси x, v2. И встретятся они в какой-то точке, допустим, в точке C, время встречи. Вот здесь у этих двух тел произойдет встреча. Ну что ж, это задание сложное, вы видите, что мы уже здесь, нам данные записываются в виде уравнений, которые мы знаем, уравнение координаты при равномерном движении, при равномерном и прямолинейном еще движении. Запишем условия задачи, как мы это обычно делаем. Дано, что нам дано? Нам дано, что по условию задачи, что x1 равен 3 плюс 2t, x2 равно 11 минус 6t. Найти нам нужно время и координату встречи. Время и координату встречи. t встречи и x встречи. Координату встречи. Приступим к решению задачи. При встрече тела находятся в одной точке C. Их координаты в этом случае равны. Сделаем рисунок. Мы уже сделали, сейчас покажем еще раз. x нулевое 1. Мы помним формулу, да? x1 равно x нулевое плюс vt. x нулевое у нас равно 3 метрам. t нулевое 1, t нулевое 1 равно нулю, потому что оно начало движение с начала времени, то есть не в какой-то момент движения своего, а из состояния покоя начало движение. И v1x у нас равно 2 метрам на секунду. Такое же выражение запишем и для x2. x нулевое плюс v2t. Также вы заметьте, что так как скорость у нас положительная величина, то есть v1 больше нуля, то данное тело, данная материальная точка движется в одинаковом направлении с осью x. Запишем для второго нашей материальной точки x2. Здесь у нас то же самое уравнение. x2 равно x нулевое плюс v2t. X нулевое равно 11. Мы видим 11. T нулевое. Также это тело начало движение с состояния покоя. V2x
равен у нас состояние отсчета времени, лучше говорить так, t нулевое состояние отсчета времени, и v2 равно у нас минус 6 метров на секунду. То есть данное тело движется в обратную сторону направления оси ОХ. Сделаем еще раз рисунок. Вот наша первая точка. 3. Это у нас точка 11. Первое тело движется в направлении оси Х, и оно у нас равно v1. Второе тело в обратную сторону направления оси Х, и v2 из координаты, начальной координаты 11 на оси Х. Вот здесь 11 забыли. 11. Мы знаем, что встреча их, точка встречи в точке С, то есть ОС, будет равна. Ведь и для этого, для первого тела и для второго, они все встретятся в точке С. То есть координата, конечная координата их встречи будет равна x1 равно x2. Что нам это дает? Точка встречи. Что мы можем данное уравнение приравнять, так как x1 у нас равен x2, так как они встретятся в точке С. Мы приравняли 3 плюс 2t равно 11 минус 6t. Перенесем 6t в левую часть, а 3 мы перенесем в правую часть. И получим, что 8t равно 8. Значит, t встречи у нас будет время 1 секунда. То есть они, два этих тела, встретятся в точке С у нас через 1 секунду. Через 1 секунду. Ясно? Вот мы и получили время встречи. Теперь нам нужно найти координату места встречи. Что для этого нужно? Мы можем, допустим, подставить в первое наше выражение место буковки Т, место встречи, наше значение, которое мы получили. 1 секунда. Подставим 3 плюс 2t встречи равно x1. 3 плюс 2 умножить на 1 и равно 5. То есть c у нас равно 5. Координата, в которой они встретятся, равно 5. Построим еще и график зависимости x1 и x2. Вот получили наш график. Как мы его получили? У нас есть уравнение x1 равно 3 плюс 2t. Первая наша точка t равна при t равно 0. x1 равен 3 умножить на 2 умножить на 0. Плюс здесь. И равно это 3. Вот и мы и отложили, что первая наша точка на оси 0. Получили точку 0, 3. Вот наша первая точка 0, 3. Это первая точка нашего графика. Чтобы провести прямую линию, нам нужно лишь 2 точки. Вторая точка. При t у нас равном единице. При t место встречи единицы. Где x1 равен у нас 3 плюс 2 умножить на 1. И равно это 5. Вторая точка это 1,5. 1 по оси t, 1t,
и 5. Вот наша вторая точка. Через две точки, зная две точки, мы можем провести прямую линию. Это у нас первая материальная точка. Вторая материальная точка. Данная презентация будет у вас, я вам ее вышлю. Также будет и запись видео. Вторая точка. Х2 равно 11 минус 6t. При t также мы начинаем отсчет с t равно нулю. При t равно нулю х2 будет у нас равно 11 минус 6 умножить на 0. И равно у нас это 11. То есть точка наша будет первая 0, 11. Вот 0, 11. Первая наша точка. Вторая наша точка. При t у нас равно, при t равной единице секунд. Место встречи. Х2 будет равно у нас х2 будет равно 11 минус 6 умножить на 1. И это будет равно 5. Точка встречи также будет равна данной точке встречи. c равно 5. И также проведем через две точки прямую линию. Вот мы построили наш график. Для для движения двух материальных точек при равномерном прямолинейном движении. Перейдем к следующей задаче. Рассмотрим ускорение. Перейдем к задаче на ускорение. Задача гласит: на расстоянии 200 метров от здания института автомобиль начал тормозить с ускорением 5 метров на секунду в квадрате. Тормозить, обратите внимание на слово тормозить. На каком расстоянии от института окажется автомобиль через 7 секунд после начала торможения, если начальная скорость 30 метров в секунду. Ну что ж, все данные нам известны. Мы поняли, что это задача на равноускоренное движение. И автомобиль начинает тормозить с ускорением определенным. И нам также дано время, скорость. Запишем данные условия задачи. Дано. Что нам дано? L нулевое на расстоянии 200 метров. То есть на расстоянии нам дана начальная координата 200 метров. Это у нас начальная координата. L мы ее обычно обозначаем x нулевое, но также мы можем обозначать и L нулевое. Начальная координата. Следующее. Нам дана начальная скорость 30 метров на секунду. Начальная скорость. Мы записали, что v нулевое равно 30 метров на секунду. Вот мы отметили, что такое начальная скорость, ускорение, время. Теперь напишем, что нам нужно найти по условию нашей задачи. Нам нужно найти расстояние от института окажется автомобиль через 7 секунд. Ну что ж, продолжим дальше. Решение.
Что нам нужно для решения данной задачи? Движение поезда из определения равнозамедленное. Поэтому S у нас равно, мы знаем данную формулу, да? Все с вами знаем. S равно V нулевое T плюс AT квадрат делить на 2. Где S равен x минус x нулевое. Подставим. Значит, x равен x нулевое плюс v нулевое t плюс t квадрат делить на 2. X мы обозначаем как буква S, x нулевое мы обозначаем как L нулевое. Я вам говорил, что x нулевое, и это мы можем обозначать как x нулевое, так и L нулевое. Так как движение у нас равно замедленное, тормозить, то скорость у нас будет со знаком минус. Минус, знак минус. Поэтому мы записали данное выражение. Подставим вместо L нулевое 200 минус 30 умножить на 7 секунд плюс 5 ускорение 5 умножить на 7 секунд в квадрате делить на 2. И в итоге мы получили 112,5 метров. Давайте проделаем вот это вместе, вот эти вычисления. Вы на математике это будете делать тоже. 200 минус 30 умножить на 70, это будет 210 минус 210 плюс 5 умножить на 49 делить на 2. И это у нас равно 200 минус 210 это минус 10 минус 10 плюс 5 умножить на 47, 49, то есть, извините, 49, это равно 5 на 9, 5, 45, 4 на 5, 20, и это 24, 240 делить на 2. Двести 45 делить на 2, это будет 1, 2, и 5. Это будет 2 и 5. Минус 10 плюс 122 и 5 равно 112,5 метра. Вот мы получили это значение. Ответ. Запишем ответ. S равно, так как нам нужно было найти S равно 112,5 метров. Рассмотрим еще один пример задачи. Ну и последняя наша на сегодня задача. Самолет разгоняется для взлета из состояния покоя до скорости 200 км в час. Сколько времени длится разгон на взлетной полосе длиной 1000 метров? Каково ускорение самолета? Какова средняя скорость самолета на этом участке?
движение самолета считать равно ускоренным. Запишем условия задачи. Дано. Нам дана скорость 250 километров в час, которую мы можем также перевести 250. Мы умножаем на 10 и делим на 36. И также v нулевое у нас равно нулю. L равен 1000 метров. На взлетной полосе 1000 метров. Что нам нужно? Что нам нужно найти? Нам нужно найти время, ускорение, среднюю скорость. Приступим к решению данной задачи. Движение самолета равно ускоренное. Поэтому у нас есть формула, которую мы все знаем. S равно v нулевое t плюс at квадрат делить на 2. Но так как у нас v нулевое равно нулю, мы данное слагаемое не учитываем. Оно равно у нас нулю. И получаем, что s равно at квадрат делить на 2. То есть v нулевое у нас, так как равен нулю, то мы его не учитываем. Также мы знаем формулу v равно v нулевое at. Мы проходили это на прошлом слайде. Так как v нулевое у нас тоже равно нулю, то мы его не учитываем и получаем at. Ясно всем? Или, смотрите дальше. L равно vt делить на 2. Как мы эту формулу получили? Так как из этой формулы А у нас равно v делить на t, то мы подставим вместо А мы можем подставить v делить на t умножить на t квадрат делить на 2. t и t у нас сокращается. И мы получаем vt делить на 2. Вот мы получили вот эту формулу для нашего пути длины полосы. Время разгона теперь. T равно 2L. Вот мы T выразили отсюда. Это отсюда 2L равно VT. И отсюда мы можем выразить T. 2L делить на V. Вот наша формула. Как мы ее вывели? 2 умножить на 1000 и делить на V, которое мы получили, вот, ранее вычислили. 2 умножить на 1000 делить на 69,4. Получим 28,8 секунд. Это у нас время разгона нашего самолета. Идем дальше. Ускорение самолета. Что такое ускорение? Ускорение, как мы уже определились, это v делить на t. v мы знаем, это 69,4. И t мы знаем, 28,8. Поделим 69 на 28,8. Получим 2,41 метр на секунду в квадрате. Средняя скорость самолета на участке разгона. Как определяется? Мы знаем, что средняя скорость это деление L. L мы обозначаем. S это все у нас путь.
И мы делим 1000, мы делим на 28,8. Получаем среднюю скорость на нашем пути. 34,72 метра на секунду. Ну что ж, запишем ответ. Нам требовали время, ускорение, средний путь. Запишем, время у нас равно 28,8 секунд. Ускорение равно 2,41 метра на секунду в квадрате. И v среднее у нас равно 34,72 метр на секунду. Вот мы решили данную задачу. У кого есть по ней вопрос? У нас осталось решить еще одну задачу, но мы ее не успеваем решить, так как наша лекция заканчивается. Сейчас будет пара с другой группой. Поэтому она вам будет домашнее задание. Это домашнее задание. Я вам привел уже и решение его. Это у вас будет домашнее задание. Также будет и тестирование, ссылку на которое я вам также отправлю в личные сообщения и в нашу группу WhatsApp. Ну что ж, мы заканчиваем нашу пару. Все вопросы вы можете мне задать в нашей WhatsApp группе. Вся информация у нас хранится, кто был на паре, ссылка на все материалы у нас хранятся в Google таблице. А в YouTube канале все записи наших лекций. Вот на этом наше сегодняшнее занятие заканчивается. Всем спасибо за внимание и до следующего занятия, до следующей недели.